Он сам скажет, как его назвать. Бетховен. Бетховен 1992 года. Американская семейная комедия, первый фильм одноименной киносерии, снят режиссером Брайаном Левантом. В главных ролях снялись Чарльз Гродин и Бонни Хант. Это первый фильм из серии фильмов «Бетховен». При бюджете $18 миллионов фильм собрал в мировом прокате 147 миллионов 214 тысяч долларов. «Бетховен» – культовое семейное кино эпохи 90-х. Многие зрители, выросшие в то время, до сих пор обожают эту франшизу и пересматривают ленты про огромную добродушную собаку. Вот только удивительно, что артисты, сыгравшие в картине главные роли, так и не смогли стать большими звездами. «Бетховен» – фильм о собаке, одновременно идеальная комедия для всей семьи. Успех фильма пытаются повторить до сих пор, но смотреть стоит лишь первые две части. Они настоящие, сделаны с любовью. Необыкновенный успех у зрителей первого фильма вдохновил режиссера Рода Дэниела на фильм «Бетховен 2», вышедший в 1993 году. Папочкина девочка хочет пошалить. Джордж, с кем ты разговариваешь? Фильм «Бетховен», актеры и роли. Чарльз Гродин, Джордж Ньютон, владелец компании по выпуску освежителей воздуха. Бонни Хант, Элис Ньютон, жена Джорджа, домохозяйка, мать троих детей. Дин Джонс, Герман Варник, ветеринар. Николь Том, Райс Ньютон, старшая дочь Ньютонов. Кристофер Кастель, Тед Ньютон, сын Ньютонов. Сара Роуз Карр, Эмили Ньютон, младшая дочь. Стэнли Тучи, Вернон, подручный доктора Варника по отлову животных. Оливер Плат, Харви, помощник доктора Варника. Дэвид Духовный, Брэд, инвестор. Патриция Хитон, Бри, жена Брэда. А ведь могли бы развернуться и уйти. Это выстрел! Режиссером фильма «Бетховен» должен был стать Стив Рэш, который покинул проект вскоре после начала съемок. Американская ветеринарная ассоциация была настолько оскорблена, что главным отрицательным героем оказался ветеринар, что отправила гневное письмо протеста Джеку Валенти, руководителю Американской ассоциации кино. Первый кинорассказ про Сен-Бернара сразу стал культовым семейным фильмом. Все, кто когда-либо имел собаку, находили в фильме знакомые черты их питомца. Слоган картины «Четвероногий глава семьи» и кто из собаководов внезапно не обнаружил своего питомца у себя в кровати. Актеры животные всегда привлекают внимание зрителя, но Сен-Бернар Крис оказался настоящим артистом, которого выбрали из 12 собак породы Сен-Бернар, участвовавших в кастинге. Но Крис оказался склонным к играм, мог выпрыгнуть в окно, умереть по команде и сделать много других фокусов, и особенно ему нравилось утаскивать еду с хозяйского стола. И все же дрессировка Криса для фильма заняла полгода. Любого пса можно сделать злым. Чёртова псина! У вас есть питбули? Собак, которые снимались в роли Бетховена, дрессировала вдова великого комика Бастера Китона, Элеонор Китон. После выхода Бетховена в прокат Сен-Бернары стали одними из самых популярных собак в мире. Выбор актера Дина Джонсона на роль антагониста-ветеринара и по совместительству организатора банды похитителей собак не случайен. Создатели Бетховена посчитали, что это будет забавно, если Джонсон сыграет главного злодея в картине о приключениях добродушного пса, тогда как его герой 13 лет назад в фильме «Лохматый прокурор» 1979 года был вынужден скрываться от подобных охотников на собак. «Бетховен» стал первым фильмом в карьере ныне знаменитого американского актера Джозефа Гордона Левитта. Десятилетний артист сыграл школьного приятеля сына Джорджа Ньютона, Теда. Автором сценария «Бетховена» 1992 года значился некий Эдмон Дантес. И привет графу Монте-Кристо. За этим псевдонимом скрывается легендарный сценарист и режиссер 80-х Джон Хьюз, режиссер фильмов «Клуб Завтрак» 1985 года, обзор есть на нашем канале, «Ох уж эта наука» 1985 года и «Феррис Бьюлер берет выходной» 1986 года. Я провалился сквозь крышу, упал прямо на них и вырубил. Почему ты кричишь? Ты позволила Теду сесть за руль? Не ори на меня! Я не ору! Нет, орешь! Я так люблю тебя! Актеру Чарльзу Гродину, сыгравшему отца семейства Джорджа Ньютона, на момент съемок было 56 лет, а его партнерше по съемочной площадке Бонни Хант, которая сыграла его жену Элис, всего 29. Разница в возрасте в целых 27 лет совершенно не была заметна. В 90-е карьера Чарльза Гродина переживала своеобразный упадок, и тут-то и появилась культовая франшиза. После Бетховена Гродин много играл в кино и на телевидении, одно время даже вел собственное шоу.
В фильме «Бетховен» играет бессмертный Хилл, Roll Over Бетховен, от нестареющих Битлз, от которого так и тянет повеселиться и подурачиться вместе с героями картины. Неподражаем глава семейства Джордж. Кажется, что так правдоподобно неприятель собаки мог сыграть только тот, кто действительно их не выносит. Или Чарльз Гродин. Папа нам не верит, потому что ненавидит Бетховена. Он всегда его ненавидел. Фильм «Бетховен». Сюжет. Один из щенков Сен-Бернара, украденных ворами из зоомагазина, сбегает и попадает в дом семьи Ньютонов. Отец Джордж, Чарльз Гродин, поначалу против собаки в доме, но другие члены семьи уговаривают взять его. Щенок гавкает под отрывок из Пятой симфонии, сыгранной маленькой Эмили, Сара Роуз Карр, на пианино, и получает имя Бетховен. Пес вырастает и становится другом для всех детей семейства. Бетховен помогает Райс Никольтом, старшей дочери, познакомиться с баскетболистом Марком, в которого она давно безнадежно влюблена. Теду Кристофер Кастиль. Он помогает обрести уверенность, когда незаметно прогоняет хулиганов, напавших на мальчика. Бетховен спасает Эмили, когда та едва не тонет в бассейне в доме нанятой Джорджем няни, после выхода его жены Элис, Бонни Хант, на работу. Во время барбекю собака опрокидывает и утаскивает кресло с приглашенными Джорджем инвесторами Брэдом и его женой Бри, чем спасает его фирму от разорения, которое те планировали провернуть. Я считаю, этим детям не хватает дисциплины. Этим детям не хватает матери. Вы уволены. Во время посещения ветеринарной клиники с целью сделать прививки, Бетховен попадает на прием к доктору Герману Варнику, Дин Джонс. На самом деле бездушный ветеринар тайно занимается жестокими опытами над животными. Варник сообщает Джорджу, который ревнует семью к всеобщему любимцу Бетховену, что собака опасна для детей. Вскоре Варник посещает дом Ньютонов, провоцирует пса и имитирует укус собаки фальшивой кровью. Испуганный Джордж соглашается усыпить Бетховена. В семье возникает размолвка. Дети заставляют отца вернуться в клинику и спасти Бетховена. Там выясняется, что никаких 37 швов на руке доктора Варника нет и в помине, и Джордж видит лишь пустой виварий клиники. Проследив за ветеринаром, семья обнаруживает животных на старом заброшенном складе. Бетховен не был усыплен, а должен был стать объектом опытов доктора Варника по испытанию нового огнестрельного оружия. Джордж, его семья и освобожденные животные нейтрализуют банду. Пес спасен, доктор и его ассистентов будут судить за жестокое обращение с животными. В семье Ньютонов снова воцаряется мир и находится место для спасенных ими собак. Мои близкие любят тебя больше, чем меня. За что? Ты только и знаешь, что жрешь и гадишь. Все. Ты больше не выйдешь отсюда. Никогда. Мы друг друга поняли? Поняли? Многие комедии, которые посмотрел в детстве и юности, во взрослой жизни могут показаться скучными, но Бетховен точно не из их числа. Что тогда, что сейчас, я понимаю, что Бетховен — это действительно смешная забавная комедия. Кульминацией юмора считаю момент, когда пес пробрался к Джорджу Ньютону в постель, а тот принял его за жену Элис. Бетховен 1992 года – потрясающий легок для просмотра. Это не типичная для наших дней американская комедия. Здесь нет ни пошлости, ни гламура, ничего лишнего. Семейное кино, которое станет любимым для многих зрителей. Динамичный, с добрыми шутками фильм будет полезен для просмотра не только детям, но и их родителям. И если вдруг вы или ваши дети умудрились пропустить Бетховена, крайне рекомендую немедленно наверстать упущенное. И придумайте ему кличку, потому что я должен знать, кого проклинать, когда застану свой дом в руинах. Спасибо, папочка. Только на время. До тех пор, пока не найдется его хозяин. Фильм «Бетховен» про собаку, добрую, проявляющую безграничную преданность и любовь к своим хозяевам, своей семье. Верьте своим домашним питомцам, они не люди, они не умеют врать. Доверяйте им и не сделайте ошибки, как герой Чарльза Гродина, не поверивший в любимому псу и едва не потерявший уважение своей семьи. Фильм «Бетховен» — это милая, добрая, по-настоящему смешная, забавная комедия о том, как щенок становится полноценным членом семьи, и этот фильм будет смотреться свежо даже через много лет, когда наши потомки будут путать великого композитора и мечту всех детей – Сен-Бернара Бетховена. Доброй ночи, Бетховен. Доброй ночи, Спарки. Доброй ночи, Митч. Доброй ночи, Мёрфи. Доброй ночи, Сэнди.